Том-том, всем ку-ку, чао-чао. Сегодня снова мой кофейный стрим. Не стрим, видос. Сейчас буду рисовать ложечкой и кофе. И у меня правильный кофе. Заваренный в нормальной мокке. Сейчас буду пить кофе и рисовать. Утро, печеньки. 7:30. Я просыпаюсь. Но я думаю, чтобы размяться, может, нарисую не девушку, а что-нибудь пейзажное. Я же все-таки архитектор-пейзажист. А рабочие наброски я что-то давно не рисовал с помощью кофе. Все девчонок. Ну, в общем, ладно. Пробы. Ну, почему нет? Это кофе президент. Президент Ти. Это финское с таким акцентом. Немножко, как же сказать, как будто бы они представляют, что они итальянцы. И так называют кофе. Но это не делает кофе не кислым. То есть вся эта история финского кофе для меня замыкается на такую структуру, что там все время я вижу кислые структуры. Они говорят там всякая арабика, фигабика. Когда я захожу, где в заведениях в Петербурге варят такой кофе, мне объясняют, почему он имеет такой вкус. Ну, я просто хочу вкус кофе, как в Италии. Да. И тут меня по коммунаре настиг этот вкус кофе. Немножко странный. Так, тут фонтанная история. Что я думаю, может быть вот так. И вот так. Может быть, это будет скамейка. Сейчас я подумаю. Окей. Какая-нибудь простая композиция. Нужно брать лавацию. Вот реально вам говорю, что лавации вкуснее и рисует лучше. Нет. И более интенсивно концентрируется. Этот похож на воду. Ну-ка я попробую на вкус. Что он из себя представляет. Ой, он кислый. Прям реально кислый. Кофе должен быть горький. Лучше им порисую. Хотя бодрит. Стопудово бодрит. То есть нормальный кофе, он бодрит от интенсивного горького вкуса. А это типа радость бодрит кислятиной. Так, сюда сделаю колонны сейчас покажу. Тоже с вазонами. Вот такие. Нет, скорее всего, симметричная будет композиция. Бум-бум.
Окей. Мне очень нравится классика и фрагменты классики. Очень-очень нравится. Я прям фанат. Ну, те, кто видит мои рабочие эскизы, видят, что я, в общем, иду изо всех сил в том направлении. Хотя моя тема сейчас, больше деревянное существо. И такое деревянное строительство. Я, может, кстати, проговариваю это теперь почаще, то, что я делаю там в коммунаре. Там строятся храмы. Я непосредственно участвую в проектировании. Сейчас изо всех сил стараемся успеть к 28 числа, а 28 это мой день рождения, это день крещения Руси, день святого первоапостольного, равноапостольного, точно, да, князя Владимира. Вот. И к этому дню хорошо бы доделать хотя бы экстерьер храма Авраамия Болгарского, который архитектура классика, который я проектировал весной, и его все пытается драматично доделать. Все что-то мешает. Окей. Вот я постоянно нависаю над этим процессом. И нависал из Италии там по WhatsApp. И теперь, когда приехал в Россию, тут сижу. И, не выехать никуда. Тоже почти каждый день тут на проекте. В общем, вот это такой фрагмент, который сейчас строится. Там большая, сложная, интересная история и интерьера, и экстерьера. Я так не слабо над ним поработал, и это были сплошные лавелапы, потому что архитектура классика там в своей простоте потрясающей, требует очень-очень много знаний, которые пришлось прям накапливать в ускоренном режиме. Стараюсь изо всех сил. Да, не сказать, что этот кофе может что-то рисовать. Нужно купить лавацу. Какой кофе вы предпочитаете, вы пишите в комментах. Я обычно упираю на лавацу. Она, мне кажется, идеальна. Еще, например, в Италии так довольно популярен Элли. Но он такой дорогой. Типа дорогой. Лаваца прочее более народная и бюджетная. Вот такая странная штука. В принципе, почему странная? Мне кажется, симпатичная. Кофе бы поинтенсивней. Сейчас переверну ложку. Просто налью его сюда. Нет. Может, так получше сработает.
Вот и чем еще не очень хорошо с этим кофе, тем, что я не могу его накладывать слоями. Если лавацца позволяет мне делать бэкграунд поверх довольно удобно, то эта штука не то чтобы мне это позволяет. Я так думаю, окей. Так, сюда теневые области. Это просто скамейка. Это какая-то скульптура. А тут, я думаю, какое-то небольшое дерево. Такая симметричная композа будет. Все, на следующий, на завтрашний стрим я постараюсь купить нормальный кофе. Этот слишком слаб. Окей. Ну, в принципе, там мои видосы, они за то, чтобы показать, что рисовать можно чем угодно. Что у тебя есть под рукой, ты берешь, тем рисуешь радостно, и ничто не может тебя остановить в твоем желании создать там какую-нибудь композицию визуальную. Если ты ландшафтный архитектор, ты пользуешься всем чем угодно. Например, ложкой и кофе. Ну, если ты архитектор, ландшафтный архитектор, по роду деятельности нужно передать мысль визуально. Ты просто берешь вот так и делаешь. И нет проблемы. Вот получилась такая штука. Ну вот, он берет и растворяется в себе. А кофе получше, он, накладываясь, делает многослойность. Это качественные продукты, они всегда хороши. И этот немножко ослабевает как-то к высыханию. Окей. В общем, вот такая композиция. Тыдынь. У меня осталось еще немножко этого кислого кофе. Тыдынь. Ну так сижу, рисую, разминаюсь. И сколько? Там 7:40. И в принципе я уже готов для того, чтобы думать, потому что голова включилась. Кофе хоть и кислый он был, но он меня разбудил. Рука начала рисовать, мозг начал думать про композицию, а это то, что мне нужно, чтобы начать мой день. Сегодня будет немножко проектирования. Ну, вчера было много проектирования вот того пространства. Вот там, где приходит природа. Там будут элементы интерьера. Для него я вчера как раз рисовал всякие штуки, кто смотрел в сторис. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, пейте кофе и смотрите в описании к видео много других плейлистов про то, как рисовать быстро, стильно, красиво и чем угодно. А меня зовут Кичик Эдуард. Всем чао-чао. Хорошего дня.